Всем привет! Сегодня у нас будет очень крутой ролик. Чтобы его снять, мы встали в 4 часа утра. Мы встретимся с нашим подписчиком Евгением. Евгений уже многим полюбился. Он является моряком. Всю свою жизнь ходил в море, сейчас уже на пенсии. Мы с ним вместе поедем в порт на круизный терминал. Там мы встретим гигантский круизный лайнер. Посмотрим, как он швартуется, все по нему расскажем. Также мы пообщаемся с водителем автобуса туристического, который нам расскажет о предпочтениях туристов из Германии и США. И вы узнаете, для чего туристы отправляются в эти балтийские круизные туры. Поэтому стоит посмотреть, такое для вас никто не снимал. Сейчас уже... Ну, какая громадина идет наша. Здесь одних знакомых родителей. Ну, видно, они, так сказать, живут на проценты от процентов. Поэтому они себе на таком пароходе, они себе устраивают путешествие на полгода. Ну, вот как у нас в Литве холодно становится, да? Ну, они там по Карибам туда наш. Ну, они бывает не то, что полгода, но месяца 3. Так точно они там сидят. Может, не работает просто? Они живут на проценты от процентов. Да. Да. А сейчас, вот даже Иру показывали, эту вот женщину, здесь, по-моему, несколько дней назад я видел. Она продала все свое имущество. И вот уже, как говорится, 3 года живет на пароходе. А смотри, вот, например, на таком пароходе, на таком большом, да? Там качает или не качает? У них есть успокоители качки. Но если, конечно, в такой, говорится, ураган попадет, конечно, вот здесь, когда здесь, лет, наверное, 4 назад, там в Норвегии место такое есть, называется Хуставика, там на углу возле Кристиансунда, как идти в Тронхейм. И там очень часто бывает ветрено, но такие бывают шторма. И вот один, ну, конечно, не такой поменьше пароход, но там конкретно качало его. Даже и показывали, вот можем потом вставить туда. Там эти стулья летели и так. Ой, ой. Ой. Oh, the wind. Be careful, that window's open. The windows are open, don't fall out. На самом деле, сейчас, когда вот в Норвегию, в Швецию был на ДФДС, вот, он тоже, в принципе, не маленький, да? Ну. Ну, там качает. Качает, а там конкретно, потом покажем, там конкретно там летели эти стулья, там конкретно там показали в салоне, там все летело, конечно. Что нужно делать, если, например, морская болезнь? Морская болезнь. Ну, например, вот, да, Я, качает. допустим, когда начинал, я сильно болел, как болел, ну там так, что уже нечем было даже травить. Ну а сейчас меня уже после столько лет, мне просто, когда качает, мне больше кушать хочется. Кушать. Ну, на самом деле, как вот я на моей практике, просто ложишься, глаз закрываешь и Ну и так, нормально. да, нормально, да. Еще можно пить таблетки всякие разные, да? Вот. А там вот видно вот на корме, этот порт, у него порт приписка Ла-Валета, столица Мальты. И вот на корме он развивается этот красный флаг с крестом. Называется Мальтийский крест. Вон там есть вот отдельные пассажиры, которые там вот именно вот на самом верхнем мостике. Вот. Ну вот даже вот сейчас видно, что много этих кают, которые имеют свои такие приватные балкончики. И вот пассажиры со своих приватных этих кают вот смотрят, как все это швартуется. Давай сделаем тест, посмотрим, будут ли они махать или не будут. Не, ну еще, потому что рановато. Рановато? Да. Ну, уже некоторые вышли. Ну, это отдельные. Там, когда уже побольше будет, или когда уже будет, допустим, ближе к этому, к причалу, к пирсу, значит, тогда вот эти шлюпки спасательные. Ну, я думаю, что здесь этих шлюпок, конечно, кажется, как будто их мало. Это, конечно, не как на Титанике, что значит, не хватит этим. Но смысл в том, что вот в этом шлюпке порядка 50 человек может влезть. Они довольно такие вместимые, да? Да. А хорошо, в этой шлюпке что находится внутри там? Ну, там и полностью она герметизирована, она полностью остойчива, она полностью мореходная.
И там, как говорится, на каждой шлюпке есть командир этого шлюпки, который отвечает за... То есть есть человек на судне, который приписан, да, к конкретной шлюпке? Да, конкретно каждый имеет свое судовое расписание, имеет. И каждый уже все так знает, кому что отдавать, кто отвечает за то. И вот, видишь, а дальше, видишь, такие эти белые такие эти, это называются спасательные плоты, и они сбрасываются в воду, и они автоматически надуваются, и потом команда помогает пассажирам туда спуститься, и, в принципе, это все идет для спасения. Вот, а в самом низу, видишь, там внизу вот, в самом низу такие, даже, может быть, команда живет в самом нижнем палубе живет, и даже бывает, что совершенно даже нету этих иллюминаторов, совершенно без ничего. Такие даже есть такие, да? Да, есть такие. А вот у него вот столько находится над водой, а под водой у него сейчас порядка 8,5 метров. Что находится там внизу? Ну как находится внизу? Там есть какие-то помещения или там... Видишь, помнишь, я говорил, что где-то твердое место? Вон, видишь, на борту написано у него. Так. Вот эти буксиры имеют право только в этом месте пихать. И вот, видишь, на корме у него такие два круга таких, как вон такие, под названием. Это у него на корме, у него две подрули устройства. Две подрульки. Вот. А смотри, у него, видишь, как у него мостик. Видишь, у него мостик, какое у него крыло. То есть он на этом крыле полностью видит, так сказать, ему не нужно заглядывать туда. Он полностью видит, как пароход этот, всю длину парохода видит. А длина его, вот, считай, 316 метров. Это вот вспомните свой, говорится, школьный стадион, 100-метровку там, где мы бегали тогда. Вот 3 100-метровки. Если там в школах там другие бегали там это 100 метров там, ну, за 12 секунд, там, ну, другие там за 13 секунд, вот, то вот за сколько это можно пробежать это расстояние. Вот уже первый автобус приехал. Первый автобус. Сакитос. Да. Ну. Хорошо. Ну видишь, вот на носу, видишь, вон тоже открылась это такая вот, люк открылся, и командир носовой швартовочной партии, он будет руководить этим швартовкой, то есть не швартовкой, а руководить этими матросами, там, которые будут подавать швартовые концы. Смотри, а это местный, да? В смысле, с этого Это с лайнера? члены команды. Член команды, да? Члены команды. А где буксир, кстати? Или нет буксиров? Ну, может, с той стороны. Вон люди, видишь, другие там еще в халатах даже ходят, видишь. И вот смотри, как он, смотри, такая длинность такая. Смотри. Ого, какая длиннющая какой. Ну, такой дом, да? Просто вот такой вот, да? Дом. Ну и вот на этом доме 4000 людей живет. 4000 людей, да? Это не знаю, с кем городом сравнить? Ну, 4000, это... Ну, такой небольшой городок, да? Не знаю, какие города. Даже в этом, скажем, Прекуле, там, скажем, может, там 2000 живет. Но, допустим, где вот, я думаю, что, может быть, какой-нибудь там Ритавосе 4000 живет, да, в Ритавосе живет 4000. Надо вот. уточнить, да? Ну, возможно. Вот, смотри, они уже, вот, видишь, на носу, видишь, такие вон, уже приготовленные швартовые концы и такие белые такие, говорится, поводки. Вот этот подок называется телефон, его будут подавать, там, конечно, могут, мы еще увидим, когда они должны будут подавать эти бросательные концы, то есть heaving line. А по-норвежски heaving line, даже немножко смешно выглядит, косталина. Косталина? Да, косталина. Это по-норвежски, да? Да, косталина. То есть кост это берег, а лина это есть линь. Ну, кост на английском, да, та же самая? Да, Кост. косталина. Ясно. Вон, у них вот там, вон, на мостике, все там в белых, очень, конечно, они так должны быть респект, все там в белых формах, там при погонах, там при всем. Вот. У меня уже руки затекли. Да. Уже час снимаем, наверное. Трудно очень. Вот, видишь, он уже
И боковую дверь открыли, видишь, вот тоже где, видишь, какая там. Боковые открыли. О, А что там будет в боковой двери? ну, там уже трап подадут, там уже все. Вот тут. А люди выходят откуда? А вот, видишь, одна дверь, там вторая дверь, да? Да, там у них, конечно, есть. Конечно, там одна дверь, конечно, там есть, может, там минимум 2-3 двери. Интересно. Вот, смотри, значит, на корме было 2 подрульки, а на носу, видишь, 3 подрульки. И видишь, он этот на носу, видишь, такой, говорится, значит, у него еще под водой есть такая бульба. Видишь, она нарисована, бульба нарисована. И был случай в Клайпедском порту, буксир такой назывался Барта. И как-то получилось, что он не на пассажирском пароходе, а там Балкер они шли, тоже здоровый такой пароход. И как-то этот Барта подлез под эту бульбу, и, короче, он его перевернул. И перевернул этот буксир Барту, и там, по-моему, 2 спаслись, которые были на палубе, а механик, который был в машинном отделении, погиб. Такое было, да? Да. А когда это было такое? Ну, это я сейчас не вспомню, сколько времени назад, но именно, можем посмотреть, потом этот буксир назывался Барта. Он там, где вот, он в том месте, он перевернулся, там, где вот дальше. Вот где красный буй, и в том месте он перевернулся. А для чего нужна эта бульба? Ну, она, как это называется, если вспомнить даже в старые времена, все эти вот эти, там греческие, там римские, все эти вот эти, как называется, подожди, триеры, по-моему, назывались эти, или галеры, они тоже же имели подводный такой выступ имели. Ну, там, конечно, раньше времена эти были в качестве тарана использовался, чтобы там борт пробить сопернику. А сейчас на этих пароходах эти бульбы используются, потому что они создают такую первичную волну, и они просто помогают увеличивать скорость. И скорость, может, да, Да, как да. гасит волны, да? Да, они как-то подсекают, и он помогает в скорости. Вот и якорь, видишь, якорина. Этот якорь, ага, сколько он, не знаю, но он весит, наверное, ну, около, я бы сказал, что он может даже весит 4-5 тонн. Вот. Все, он швартовочная команда. Вон они уже приготовили швартовые концы. Эти вот белые линии, это называется телефоном, мы называли у себя телефона. Вот. И там эти специальные лебедки, которые автоматически набивают эти. Я смотрю, знаешь, что там вот где вот наверху на мостике очень сильно улыбается. Какой? Ну вот там есть человек, очень сильно улыбается. Наверное, видит, что его снимает. Ну хорошо, пускай кино себя увидит. Смотри, видишь, я не вижу отсюда, видишь, осадка какая, видишь, это Я вижу 80, не знаю, сколько там, 86, 84. Ну вот, значит, у него 8,5 метров он сейчас под водой у него. И видишь, видно, такая волна идет от борта, работают подрульки. А сейчас, знаешь, когда мы тут находимся, он приближается, даже как-то Страшно? это страшно. Опасно, не опасно подходить близко? Не опасно. Не опасно, что ты тоже так отошел. Видишь, сколько людей этих швартовочных, которые будут концы принимать. И люди тоже, смотрю, мы не будем им мешать им? Нет, мы не будем, мы еще отойдем. А то на голову накинут. Не, нам не кинут. Вон Вот, автобусы. смотрите, уже сколько? Раз, два, три, 4 автобуса. Написано, что Вон уже Сакидос. девушка ходит, видишь, уже с этими, со списком, видишь, такая вон. Да, номер 3 у нее. Вот. Смотри, отсюда какая... Вон, видишь, как он подходит. Все ближе, ближе, ближе к причалу. А каким образом он так вот приближается? У него где эти винты где находятся? Внутри корпуса. Он на тебе вот так вот, как использует, знаешь, видишь, он с той стороны, видишь, какая волна идет. То есть он отсюда, видишь, вот подали, подали Касталину. Смотрим другие. Ты не успел заснять? Или, может, успел не? Еще будет их. Смотри, интересно, что женщина, да, занимается? Да. Вот сейчас они подали первый конец. Вот она тянет. Они сейчас будут заводить шпринг.
они будут заводить шпринг. Вот он подвязал, он от белый телефон идет. Вот, пошел первый конец. Но он в принципе не такой тяжелый. Там специальное такое сплетение, которое крайне сильное сплетение эти пароходы. Вот он, подается первый конец. Он называется шпринг. То есть он смотрит от носа судна в середину судна. С бака на середину. Все интересно, меняет цвета, да? Сначала такой, потом какой-то желтый, синий, какой-то фиолетовый. Ну, да, видишь, интересно. Видишь, а синий такой, он кажется такой хлюпенький, кажется тоненький, но он крайне крепкий. Это космическая система такая, значит. Он крайне крепкий. Смотри, такой пароход, такой сарай с таким тоненьким швартовым концом. Ну, это все находится на этой лебедке автоматической. Идем поближе немножко. А смотри, это один, да? А эти тоже будут подавать или нет? Все вот эти концы, видишь, они вот тут приготовлены. Все эти концы будут подаваться. Сначала вот один шпринг, потом будет еще один шпринг будет подаваться, он наготове. Следующие два конца это будут прижимные, а это вот дальше будут продольные концы. То есть шпринг, потом здесь эти вот прижимные называются breastline, а сейчас вот эти вот первые концы это headline, то есть носовые. Если, возможно, мы вторую помешали, ходили. Он ближе подошел. Да. Так. Вот отсюда видно, вот как они, вот сейчас они будут коснется этих фендеров. А, надо посмотреть тоже, да? Вот, видишь, как он коснется этих фендеров. Будет какой-то шум такой, бух, нет? Это вот сейчас работают патрульки. Это вот сейчас работают, там очень мощные двигатели. Все эти швартовщики, они должны быть в касках, должны быть, иметь перчатки. И видишь, эти красные такие, это такие у них спасательные жилеты, которые автоматически надуваются, если попадается вода. Не знаешь, интересно, я тоже, когда в Норвегии был, нам тоже такой дали, он, кажется, такой маленький, да, кажется? Маленький, да. Кажется, как будто не настоящий. Да. А на самом деле он автоматически надувается. А вот, смотрим, Вот. уже много подошло. Вот сейчас они будут принимать breastline. Ну что-то такая толпа так бездельников. Много говоришь, да? Там женщина тянет, а 6 мужиков стоят, смотрят, как эта женщина тягает концы. Вот, смотри, это в красной каске. Смотри, какая она мощная. Ну, там, может, профессионалы, а это курсанты, наверное. Ну, какие курсанты. А, видишь, она тянет только эти тонкие веревки, а эти уже такие вот, Ну ладно, основную. даже. Ну, видишь, она мужики. такая. Вот, подали, прижимной подали. Ну, он такой немножко, так назовем, полупродольный, так скажем. Значит, пока, ну, видишь, с другой стороны тоже нельзя давать короткие концы. Потому что у нас, конечно, здесь так, есть немножко прилив-отлива, там, может, сантиметров, может, 20 всего. А есть места, особенно в Англии, там прилив-отливы, там по 5, по 6 метров. И если, говорится, там зазеваешься, то конец можно сам оторваться может. То есть там, мы когда в Англии были, там так заходили в эту шхеру, да, вроде, знаешь, все на плаву, а потом раз вода уходила, и мы полностью сидели в грязюке. Потом Не там- то, что как бы судно на бок заваливалось. Ну, немножко так чуть-чуть бывает, чуть-чуть, знаешь, ну так не сильно. А так полностью в этом, говорится, такой, говорится, в тине. Потом идет снова прилив, и так стоишь, чтобы пух, и он так знаешь, Отскакивает, да? отрывается от этого, от этой мути. Вот. И что интересно заметить, какая комбинация. Сначала этот толстый синий, потом еще идет желтый, потом еще красный, потом еще какой-то конец а потом только этот маленькие синие. Как маленькие, самые тонкие, но они самые крепкие. Ну, а я понял, что вот в этой бригаде эта женщина самая основная такая. А, специалист такой, Вот да? видишь, он этот один стоит и командует. Там специальный человек стоит на лебедке, которая автоматически набивается. И вот он
регулирует набивание. Все, вода с нее текет, да, видишь? Да. Выжимается. А такая. вот видишь, наверху, смотри, вот на мостике, вот, смотри, вот на мостике. Вот внимание, там вот мостик, вот, рука на мостике, вот. А, там? Видишь, Ну. как все белые эти формы. Там одновременно стоят на вахте как минимум 2-3 штурмана. А вот смотри, чем сейчас занимаются они, вот Citroёn? Ну, они сейчас уже все, пароход привязали, сейчас они просто регулируют так общий вид такой, чтобы там кто-то концы не перетянул, чтобы нос... Потому что, я понимаю, вот здесь вся работа происходит, а они там сейчас ничего не делают? То же самое, вон, на корме, видишь, вон. Там то же самое, та же самая Да, история, то же самое, да? бригада. А, вот вижу, бегают, ой, видишь? Да, то же самое, бригада такая. То есть отдельная носовая швартовая партия и кормовая швартовая партия. Уже смотри, какая движуха началась, да, здесь? А? Уже сколько автобусов. Ну, конечно, здесь уже все, жестуха пошла уже. Все. Представляете, ночью вообще какая-то дикость была, да? Здесь дико, даже здесь никого не было, одни рыбаки были даже. Смотрели на нас, да? Да. А здесь, вот, пожалуйста, наш. Все, здесь вот целая, ну, это целая индустрия, потому что здесь и гиды, и автобусы, и там уже запланированы экскурсии. Чаще всего они там, бывает, ездят туда, в эту Вентис Рагас, там, где эти птичек там кольцуют. Ну, Палангу музей, янтарный музей. Потом сходим, поспрашиваем у них. Да. Вот, вон, стали уже вон, гиды уже, женщины тоже гиды. То есть здесь целая индустрия. То есть каждый занят своим делом. Кто вот швартует, кто это. Потом дальше с того борта приедет какой-нибудь мусоросборщик приедет. Они мусор сдают. Воду пополнят, да? Ну, воду, да, воду могут пополнить. Но чаще всего этот мусор сдают. Или еще какие-то там эти какие-нибудь замазученные воды, если есть. А так эти, конечно, у них есть даже здесь на пароходе есть, так назовем, свой полу такой крематорий, где чаще бывают эти остатки еды или что-то еще такое утилизируют. Здесь целая индустрия, потому что здесь, здесь столько, эти 4000 людей, сколько производят Всего, да? всего, что здесь... Я, например, когда вот на кемпере был, да, мы туалет меняли каждые там дня 2. Ну, так, Нас было 5 человек, а сколько вот здесь людей, да? здесь 4000. Так, а сколько здесь палуб? Давай палубу посчитаем. Было написано 10 палуб. Я в других данных видел 15 палуб. Ну, давай посмотрим сейчас. Вот там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, правильно, 15. 15 палуб. Да, если самый самого Я низа. смотрел 15 палуб, 14 доступно пассажирам, а одна только персоналу. 15, да? Ну вот, видишь, значит, цифры у меня правильные. Вот, Мы собрали некоторые данные, потом я почитаю, расскажу, что я узнал. Вот, завели, и сейчас они снова подают, сейчас, вот, сейчас конкретно. Что интересно, на этих круизных пароходах часто бывает, со всего мира люди бывают. И тоже можно и Клайпедский встретить тоже. Я знаю, что там Клайпедские тоже устраиваются на эти круизные пароходы. Но очень часто бывает, что много очень филиппинцев. Думаешь, здесь работают филиппинцы? Да, много филиппинцев. То есть, ну, вот это немецкое судно, да? Да. Или немецкое или мальтийское, как оно считается? Или финское? Мальтийское. Ну, на Филиппинах живет, сейчас не знаю сколько, но как минимум где-то чуть не 90 миллионов. Я тоже думаю, под 100 миллионов должно быть. Под 100 миллионов. И по статистике одних моряков, которые работают на пароходах, я встречал данные такие, порядка 400 тысяч. 400 тысяч людей, филиппинцев, работает по всему миру. Мне тоже приходилось работать с филиппинцами. Ну, в принципе, нормальные ребята, очень хорошо с ними работать. Ну, вот, смотри, еще показывают, тянут, потянут, вытянуть не могут. Вот, эти такие. Вот сейчас вот еще подойдут. А, смотри, это, видишь, он поднял работали эти подрульки, и видно, он там этих мальков говорится, видишь, сколько этих чаек, сейчас там мальков хватают. То есть думаешь, он работает под рульки, и они их мальков перебили? Ну, И они всплыли? он все равно засасывает, что значит. И сейчас они как бы всплыли, эти мальки, да? И Ну, их и те там собирают. засасывают, они там погибли, конечно, их часто там перемололо. Вот какой-то еще пароход заходит, вот пассажирский, ребят. Вот дальний, еще маленький тут.
Давайте пойдем к автобусу, что там написано. Написано, смотри, панорамик, не знаю, наверное, типа курсы коса, наверное, так думаю. Да, Написано на немецком языке, да? да. Вот. И это клаперские автобусы, да? Такие, мне кажется, такие же ходят в Каунас, да? Клаб. Ну, здесь вот написано УБ. Паслогос. То есть это не регулярное. Это Ну, знаешь что, я ездил тоже вот клаб, Вот. он в Каунас. назывался Клаб. Это Клайпедус автобусу Паркас. Ну. А То есть здесь- они, понимаю, арендуют. А здесь конкретно написано Клайпедус Паслогос. Вот. Я, знаешь, что еще вот, когда были в Норвегии, видел Оликс автобусы. Да. Оликс и еще какая-то литовская фирма, сейчас я забыл название. Я понимаю, они, наверное, арендуют автобусы. Есть, да, работают. А, смотри, видишь, Норвегии. интересно, что? Вон, вывесили флаг. А что это значит? То есть обозначают, так сказать, ну, дальние, так скажем, контуры парохода. А этот флаг здесь и будет висеть все время? Да, он, да. Просто тут. То есть у него же еще, так сказать, это подруг, Осторожно. бульба под водой. Поэтому, чтобы обозначить, чтобы там никто не лазил туда. РБГ, смотрю, сидят невозмутимо, Они да? уже привыкли здесь. Я с этими, которые разговаривал раньше, они уже знают, что где-то часов. А, кстати, сколько время сейчас? Во. Сейчас Работает. время 6:56. То есть вот 7 часов и Тоже, как говорится, по все, расписанию. да? В 7 утра они закончат все, да? Да. Ну, конечно, здесь концы, конечно, тяжелые. Ничего не скажешь. Ну вот, сказали спасибо. И Не, просто скорее- этот, который руководит швартовкой, он сказал, что, мол, перенесите на другой кнехт. Он ты сказал тогда? Да. Потому что они... А вот, говорят, что все, Все. выгоняют. Я понимаю, еще нужно больше, да? То есть, Ага. может, судно, потому что большое, да? Да. Может, обычно меньше бывает. Ну вот, видишь, ровно посчитали, и флажки эти. Да, видишь. Вот, все, встали. Слушай, что это такое вот? Это для велосипедов, наверное? Кого? Это? Да, это для великов, наверное, да? Или нет? Наверное, что это такое. Laborita, o kur važiuosit keleivius vešit? Nida jo. O labai populiarus tenai į tą įplatilis. Dar kaip? Nes tenai mes irgi buvom tenais į tą pažiūrėti, kaip sakoma, tą šachtą tenai. Bet matai, vokiečiai nevažiuoja. Ne? Amerikonai. Amerikonai. Jie išeina, jiems sakys ant kaktos, va taip pasako, kaip? Kaip taip įmanoma? Iškasti tenais. Nu taip, nes jie šokia, jiems nedašunta, kad rusų laikais tarybiniais. Niekas nežinojo apie tą karinę Nu. bazę, kad mes turėjom branduolinės galvutės, ginklai. Taip, jo. Ten, O ten, žemė- ten keturios buvo stovėjo. Neprisimenu kiek, bet nu, jie išeina, jie... Kaip ten galima iškasti buvo? Kokį reikia ekskavatorių turėti tenai? Kaip tenai, su kom? Su šaukštu tenai iškasi? Ten šokia. O paskui jau iš platelių važiuojam link Koklungė Aha. ir sustojam tokiai kavinį pavalgyti. Tai šaltibaršiai cepelinai. Nu, o, tai... Ir O jie valgo tos cepelinus? jiems irgi ten kosmosas. Ir lietuviškas naminis sūris su medum. O, Agurkėlis. nu. Jie ten irgi išeina tokie. Aišku, sako, čia ne šonkauliukai, Aha. bet jėga. Kažkiems jau pasakoja apie tokius, nes važiuoja, kad pasakoja Taip. apie šaltibaršius. Jo. Kaip Nu, čia yra toks, čia yra, kaip sakoma, mūsų toks paveldas yra. Jo. Yra, nu, tai kas paragauja, tai visi, wow. O, mano uošvinė. Jinai čia jau daug metų gyvena Lietuvoje, nuo 59 metų. Nu ir ką? Važiavo ten pas savo giminės tenai prie Smolensko. Tenais. Nu, galvoju, gerai. Padarysiu aš jiems cepeliną. Ten pritarkavo tas, viską ten spaudė, žinai. Mėsą tenai taip išvyrė. Ten jos tas brolis paėmė tą cepeliną, mėsą ištraukė, suvalgė,
Ну, сако, сестра, хорошее мясо, очень вкусное. Вот так. Там бульвас. Бульвас не вальга. Сако, мясо очень вкусное. Ты нам еще сделай таких. Mes pripratom prie tų visų kugelių tokių, nu, ten, Bulvių krastas. jo, kugelių tenais ir tų, ir tenai ir žemaičių blynų, tam kidainių blynų, ten, ko ten neprigalvosi. Nu, nu. Tai, tą vydą važiuojant, tai čia labai mažai laiko. Nidoj. O ką ten nuveikti tą ant to, Nu, parničio ant parničių kopos? Nu, paskui tenai, Ir į šitą tai prie jūros nuvažiuoti. ten į Preilą, tenai, kur nors tenais, jo. Ne. Dar būna, kad į tą Tomo mano eina muziejų. Aha. Ir tai ne visos. Bet taip, jinai, kaip sako, iš to perničių to kopas, pažiūri, kaip sako, kur tas yra bodaris. Tai tą pasakai, kad čia už Jo. 5 km Rusijoje, tai vis tik. Ne, tai už, aš tai buvau, sako, už tų krūmų. O, Turbūt, kad tai visi ganda, ar kaip? nu, tipo, jo. Vis tik nepijasi. O dar norėjau paklausti, koks yra amžiaus tų turistų? Tokių jo. Tokie jo. Sudėnėti, sunešioti. O jauni yra? Jaunų. Faktiškai ne. Jaunimas ką, jisai jeigu va, atplaukia į miestą, nueina pasivaikščioti. O daug išleidžia pinigų, pavyzdžiui, tie turistai? Ne, aš Jie galvoju, neturi kada išleisti. jo. Nu, jie neturi. Jie va sėdi autobusai, išlipa 20 minučių čia, pusę valandos čia. Jie net kad skavos ten nenusiperka. Nu, ką atseit, pastatyk, mes specialiai pažiūrėjom, atseit, tipo, po 500 eurų išleidžia Nu, kiekvienas. čia 500 eurų eina turai. Jie užsisako. O kiek kainuoja, pavyzdžiui, kelionė? Nežinau. Čia, kaip sakoma, jo. Čia, va, tai reikia. Nu, aš kai sportau, iš popierių aš pažiūrėjau, išleidžia apie 50 eurų, iš jų pusę ant kelionės. Tai kelionė galėtų kainuoti apie 20-30 eurų. Kai jos paleidė turbūt miestę, nu, kai dain, tai gal Jo. ten ir išleidžia dar tokių, žinai, pinigų. O ten, O pavyzdžiui, Nidoj, jie ką nors perka, tai aš nors sakiau, suvenyrčiai kokie. Ten, kaip sakoma, tie, jog paveldas, kaip sakoma, tos vėliavėlės, to, kaip sakoma. jeigu yra vietrungės, tai perka. Jo, vėtrungės, jo. Variukus perka. Jo. Nu, O turistai iš kur? Iš Vokietijos, iš Amerikos, sakėte jo? Man šiftas tai čia vokiečiai. vokiečiai. O mačiau tenais ispanų daug atvažiuoja į Lietuvą. Tai ir šitam yra, aš vienas vežiau vokiečius, prancūzus, irgi buvo ispanai, nu, daug tautybių. Aha, Nes aha. buvo dvi gydės, kurios kalbėjo vieną vokiškai, kitą prancūziškai ir ispaniškai dar kalbėjo. Ага, ага. Как думаешь, сколько людей в автобусе? 38 сказал. 38 человек, да? Да. 10 автобусов. Значит, 400 человек выходит на берег. Значит, 4 человека. Еще некоторые пешком гуляют. Нет, 400 человек это именно едут на экскурсии. На экскурсии едут. И что он сказал? Очень популярно. Это ехать в Плотиляй, где бывшая пусковая база межконтинентальных ракет. Там очень интересно, и особенно, говорит, этим немцы, говорят, они ездят. Но очень много ездят туда эти американцы. Смотри, сколько этих велосипедов. Великов, да? Да. Дальше посмотрим, что еще там происходит. Смотри, сколько великов. Что он еще рассказал? Расскажи. Ну, Там то, что очень американцы это очень любят ехать, смотреть на эту базу. Для них, говорится, аж глаза, говорит, на лоб лезут, как это можно было секретно выкопать такие катакомбы, такие эти. Там же 15-метровая шахта, и там 4 шахты. И все это было выкопано втихаря, в секрете. На самом деле в Америке тоже вот есть первые туристы сошли. первые туристы. На 400 человек ездит на экскурсии, Да. другая часть Вон. по городу гуляет, а остальные еще На автобусах, 1000, вот. может, сидят на месте. Да, Никто не пожалуйста. ходит. Это видно, автобусы, это, велосипеды, так сказать, судовые. То есть, кто хочет, пожалуйста, едет на велосипеде. То есть судно, самокаты тоже, смотрю, есть. Да. Хочешь, едет на велосипеде, да. Вот хочешь, есть на самокате. Вот помнишь, я говорил про этот пароход, на котором я был? Он с красной рубкой. Там вдалеке, который... Сейчас он там спасатель был такой. Вот, это специально такую услугу круизная компания делает. Вот. Интересно, эти велики, они пристегиваются к чему-нибудь или нет? Я не знаю, ну,
Что-то я Видно, не- какие-то есть сигналы, какие-то имеют свои какие-то наши. Конечно, если были случаи, что терялись. Конечно, как-то они... Ну, я думаю, что они имеют какие-то GPS, то есть там ты можешь взять его, но потом тебя найдут в любой деревне. Когда был в Дании, там тоже очень много велосипедов. И процентов 90 из них не пристегивается. Ну, там для них это не актуально. Но там велики такие, ну не такие, как у нас, но такие самые-самые обычные велики. Да, это у них там уже такие древние, уже такие. Вот смотри, он сказал, что 10 автобусов. Вот как раз, смотри, вот сейчас приехал последний 10-й автобус. Вон. Давай посмотрим, какие города сюда он едет. Не, он сказал, что в основном едут куда? Курская коса, Вентяс Рагас, Паланга. Ну, особенно, это очень популярная, это вот именно это пусковая шахта межконтинентальных ракет, Платиляй. Ехать они далеко, говорит, час в один конец, час в другой конец. Они еще заезжают такое в кафе, там, говорит, покушают цепелинов, покушают холодного борща литовского. Еще, видно, еще там какого-то квасика попьют. Ну и вот для них это очень, говорится, особенно. Смотри, видишь, какие вот концы? Вот эти продольные, видишь, сколько продольных концов они раздавили? Дальше смотри, что еще сюда, что-то поднимает. Нет, все уже, вот это вот они выброску вот выбирают. Выброска. Называется выброска, или бросательный конец, или хивинг-лайн, или касталина. Я думаю, ролик, не знаю, наверное, он будет большой, наверное, будет делать на две части. Ну, хорошо. Первую часть сделаем просто с самого начала, поговорим, а Начну. во второй части уже, Ночную, потому что, мне кажется, этот ролик часа 2 получится. ночную часть. Да, первая часть будет ночная, поэтому... Да, там смотрите. про рыбаков, там все такое. Значит. Вот, а потом мы самое интересное покажем во второй части. Вот. Все, видишь, уже музыка играет, то есть уже людей... А, музыка играет, не, да? подожди. Это какой-то марш? Это вон. Видишь, там где палатка такая, вон она. Это уже такая традиция клайпедская. Клайпедская традиция. Вон. И такая деревенская капелла встречает. Это уже такая традиция клайпедских. Именно этих круизных пароходов. Мне. Да, видите? Блин, далеко. Такую там польку такую. Ну, интересно. Вот, уже выходит. Ну, эти, говорится, кто ходит пешком, они практически мало тратят. Эти, которые в Ниду едут, они тоже там ничего мало что Нет тратят. времени у них, да, они Ну, говорят? там, говорит, они залезут на большую эту дюну, там, говорит, посмотрят, вот, смотри, крыса. Крыса? Не крыса, это ласка, смотри, вон. А вот, смотрите. А что он здесь делает? Ну, живет здесь она, Ласка? живет здесь она. Черная такая, да? Пим-пим-пим-пим-пим. Ну, а что она делает? Залезает на кораблик, что она говорит, что Ну, она на рыбу там бывает, на корабли залазить. ворона, что-то бегает, смотри. Видишь, тоже. вон, залез, вон, на пароход, на катер залез. Ага, сейчас смотри, это чуть перепрыгнет, да? Вот. И ворона уже ждет, смотрит, что ты седла, может, и мне там что-то достанется. Слушай, а эта ласка, она не может эту ворону скушать? Они Ну, же такие, ну, этих куриц не кушают, неплохо, Ворона очень хитрая, ее так не схватишь ее. Ну, ладно. Она такая, как будто домашняя. Вот ты спросил, говорится, какого возраста эти, так скажем, если они, вот такие, что сказал, говорит, еле и так идут аж. Вот, Ну, так и есть. вот так и есть, да, вот такие наши. Это ездит на на экскурсии, а по городу, говорят, помоложе ходит. Ну, помоложе ходят, да, но эти экскурсии тоже, видишь, они говорит, мало тратят. Это в неделю вообще там что, там на дюну, немножко там еще туда, и может туда еще эти, говорится, кармаранов посмотрят, где эти карманы, там эти лес погубили. Ну и все, там дальше. Там, То есть, в принципе, наверное, обычно в основном зарабатывает порт. Да. Читали, что порядка 60 миллионов евро зарабатывает в год. Порт зарабатывает. Чуть-чуть вот эти туры, да, зарабатывают. Продавцы янтаря там что-то чуть они там вылезают. Да. Вот. И кто еще? Ну и все, в принципе. Ну да, эти вот водители этих автобусов. Там же, знаешь, интересно бывает, когда эти вот, как бы город пустой-пустой, приходят эти там 3000 туристов, Да. и полный город толпами начинает ходить. Мы потом сможем подъехать туда, к этому Анике туда. Сходим, посмотрим на них. И там уже... Сейчас еще рано еще дальше, потому что там, видно, только эти торговцы будут раскладываться еще. Вот там вижу, дают информацию, карты, Да, брошюры, они набирают. Да. Ну, не все набирают, смотри, вот эти набирают, другие. Ну, есть такие активные, которые уже в город пошли. А вон еще люди, которые даже в халатах стоят. Да, смотрят.
И таких немало есть, вот, которые в Ну, халатах. уже халатах 11 халаты, другие, Не, вот в там, принципе. там дальше халат стоит, там халат стоит, там еще. Интересно, а когда у них вот завтрак был? Сейчас вот время, не знаю, сколько там, 8 А утра. там иди когда хочешь. Там у них круглосуточно. Но я понимаю, те, кто ходит на какие-то туры, вот они 8 часов утра, наверное, отъезжают. Да. То есть надо быстренько Вон, видишь, покушать. уже группа собирается, видишь, уже. А, вот, То есть ты группа. заранее говоришь, куда хочешь. И вот он, этот мужчина, который первый там, он сейчас соберет группу и повезет туда на пусковую шахту. Давай сходим, посмотрим на автобусах, что написано. Ну там по-разному. Посмотрим, Хорошо. посмотрим. Вижу, на всех автобусах есть наклейка, что есть заход для инвалидов. То есть коляски нарисованные. Ну вот, не на всех, но на некоторых есть, смотрю. Вот. Первые, смотрю, 4 автобуса, они значками инвалидными. То есть, если нужно, наверное, есть какой-то заезд, наверное, да? Видишь, он специальная группа, все. Ну вот, Сакитос. смотрим. Так, здесь, значит, панорама. Плохо написано на немецком языке, да, ничего не понятно. Здесь тоже, видите, курсы коса. Так, дюны, наверное, да? Здесь А вот такая большая дюна. дюны. А где Шилути, например? Что-то не вижу. Что-то многовато автобусов на дюне. Я не знаю, что еще поснимаем что-нибудь? Ну вот здесь, мне кажется, уже все уже закончили, уже все ясно. Смотри, знаешь, что посмотрим, какая у меня есть информация. Так, значит, про судно. Давай куда-нибудь придем. Скамейку мне трудно держать. Есть некоторые листы такие, есть заметки. А, вот смотри, еще автобусы, да? Смотри, еще. Ну это так. Почему же так? Значит, тоже автобусы будет 16. Может быть, да. Может То есть быть. автобусов не 10, а 16. Это вот первые, которые видно. И это первые, а потом еще придут вторая партия придут, которые это мышь, это курс-коса, это как бы такое дальнее путешествие. А кто-то ездит на более близкие, там, наверное, начинается уже Ну вот видишь, как не оно. 8, а там Сколько 9, наших 10. кают. Всегда посмотрим, какая информация есть. Ну, давай. Так, значит, что интересного я узнал. Значит, в год приезжает сюда в Клайпеду 66 тысяч человек. Это в 2020 году такие прогнозы есть. Что-то еще такого интересного есть. Уже много сказали. Вот. Порт зарабатывает порядка 60 миллионов. Это данные на 2024 год. Так, что-то еще интересное у нас есть. Так, про сам этот лайнер. Он прошлого года постройки, и в июле месяце его спустили на воду. Да, он годовой годик свой. Вот, что-то еще интересного я узнал. Крестили его в Киле, в Германии. Ну, и Наверное. большинство этих здесь туристов, этих пассажиров, это немцы. Вот, видите, там есть знак такой красный. Это знак фирменный Туй. Ага. Компания такая есть. Очень большая компания во всем мире. Так, водоизмещение этого судна 111 этих, чего там? 1000 гроз-тонн. Гроз-тонн. Так, есть порядка 3000 кают. Так, не, подожди, здесь. 1500 кают для пассажиров и еще порядка 1000 кают для экипажа. Вот, максимальная скорость судна 22 узла. Что-то еще можно сказать интересное. Так, из этих данных, чтобы данные не пропали. Самый этот тур у них происходит, сначала они идут, остановки у них в Гдыне в Польше, в Литве, в Риге, в Таллине, в Хельсинки, в Стокгольме, и потом возвращаются, как это называется, Вардемюнде. Вардемюнде. В Германии. Вот. А раньше еще было очень популярно, чтобы эти круизы заходили в Петербург. И очень много желающих именно специально в эти туры брали, чтобы именно зайти в Петербург посмотреть. Ну а сейчас, после всех этих, что случилось, эти туры отменили, и уже круизные пароходы туда такие большие, не заходят. Да, как еще говорили, что в основном у них экскурсии, допустим, по Клайпеде, это старый город, центральная площадь, скульптура Тарауса Неке, Катинас и так далее. Курсы коса, очень востребованный маршрут. Вот, говорят, что там они смотрят дюны, колония бакланов. Кармаранов. Кармаранов. Ну, на русском, мне кажется, кармаран, мне кажется, на литовском.
Ну, международное слово это Да, катамараны. ну, может быть, посещает гору Ведьм и Чем музей эти знаменитые Томаса катамараны, Мана. они столько этих там гадят, что они полностью лес загубили. Там полностью лес умер в том месте. Но есть такое. Так, дальше они там едут в Русне, в Палангу ездят, там смотрят этот мост, Ну, ладно. милитарный музей. Здесь, смотри, интересно, видишь, эти вот, где кадра стоят, смотри, какая грязная вода. Ну да, да. Ладно. Смотри, какая грязючка вон там. Полностью муть такая. О, нифига себе. И запах такой, да, есть некоторый. Ну, я запахов не чувствую. Но не сильный, но есть некоторый запах. Смотри, сколько там этой тины, знаешь, на этом грязючки, знаешь, собралось. Ладно, пока может все, да? Делаем перерыв, у меня уже руки не хорошо. чувствую. Потом еще съездим в город и там поснимаем, как и туристы гуляют в городе. Ну. Время сейчас 7:30 утра. И, как видите, торговцы уже готовятся. Свои палатки раскладывают, товары. Мы потом позже сюда подойдем, посмотрим, чем торгуют они. Я бомбажей такие лентяли, я вот Рудой. А, Люди рудой. попусть нормально, то све. Savaites, dvi. Tas pats, paskui ir gintaras atsiranda ne iš karto. Потом поснимаем еще какие цены, чем торгуют. Ну вот, 7:30 утра. И это, скорее всего, не раскладывается конкретно для этого лайнера, который приехал. Вот, все для него. Потом это поторгует. И все, останется, может, пару таких лотков с янтарем и все. То есть это все для этих лайнеров. Ладно, пока что все. Поедем мы дальше. Потом сюда приедем днем, посмотрим. Как раз, думаю, часов, наверное, в 11:30 сюда подтянутся. И тоже их тут поснимаем. Время сейчас 10:30. Пришли мы на площадь Аникис и посмотрим, чем занимаются наши туристы. Как видите, вот весь этот народ, практически весь. Я думаю, что они так или иначе этого лайнера. Видите, многие люди постарше. Самые такие любознательные уехали всякие туры. А здесь те, кто никуда не уехал или решили сделать такой тур по городу, по Клайпеде. Ну, посмотрим, что они выбирают. Видите, разные инвентарь, они смотрят, картины, ожерелья. Вот, есть всякие. Так, просто вот инвентарь, куски. Они вроде его продают по граммам, то есть ложат на весы и взвешивают. И может быть такой вот камень. Вот видите, там тоже рассказывают про то, что можно купить на развес янтарь. Есть всякие разные магнитики. Цены, ну вот вижу, сережки 12 евро. Ну, вот. Смотрят на куски. Здесь какие-то экскурсии уже, наверное, для литовских школьников. Так, ну вот. Сейчас корабль уплывет, и половина этих продавцов разойдутся. То есть они конкретно специально, вот особенно вот эта часть, точно думаю, они сделаны конкретно под корабль. Те, может быть, останутся, и то, наверное, не все. Так. Снова там какие-то работы, то есть не инвентарь, а какие-то такие. Так, посмотрим. Так, ну вот, видите, даже кресты продают. Вот такие всякие разные красивости, коты. Мыло. Так, вязаные вещи для детей. Такие ботиночки вязаные, 5 евро. Там музыка играет, поэтому я ушел пораньше. А тоже картины. Вон, видите, построили, и уже новые картины есть замком. Цен не вижу. Рыбы. Кстати, видели, мы в ролике снимали. Тоже была такая куница, это, наверное, типа белка. О, красивые. Таких раньше не видел. Так. Ну вот. Такая вот торговля. Есть вот ресторан Алба. Его включили в список. Там пиццерия на самом деле. Включили в список
Как называется этот список, забыл я. Забыл. Напиши я, короче. Выпало слово из головы. Есть другой ресторан. Национальная еда. Там можно купить цепелины. Большой выбор цепелинов всяких разных. Вот, тоже что туристы любят заходить, попробовать местную кухню. Вот. Здесь можно купить прикольные круассаны такие. Они дорогие, но довольно-таки вкусные. Ну все, наверное. Не знаю, сходить, не сходить, можно сходить туда к мосту, к реке. Там тоже, наверное, туристы ходят. Наверное, не пойду. Короче, ходят там туристы, там останавливаются автобусы, я видел. Давайте сходим, посмотрим. Сходим, посмотрим. На самом деле, вы видите, люди ходят, особенно те, которые вот постарше. Скорее всего, это почти все с этого парохода, который приплыл, видите, ходят с картами. Вот, и, видите, постарше. Молодых там, говорят, не очень много есть. Давайте сходим, посмотрим, что у реки происходит. Вот для усов. Это усы можно, да, причесывать? Да, конечно. Бороду поправлять. А вот настоящий, вот. Расческа, да, такая? А этот мишка из чего сделанный? Из дерева? Дерево, да, он полностью разбирается, трубка вытаскивается. Там. Вот интересно, с камня. Ой, с камня. Из дерева, да? Кап, да, кап такой, ну, яндарем обклеен. Это камень, перит, из чего чернила делали раньше. Дело чернила, да? Перит Да, называется. я начинал писать с 1 по 3 класс, пока авторучек не было. Писали перьями же такими. Вот макали в чернильницу, и с него все, и мать твоя, я уверен, писали. А потом Да. пошли другие авторучки. Интересно. Что вот еще интересного есть? Да, откуда я знаю? А вот всякие монеты покупают? Я раскладываюсь. Не-а. Тоже как-то брали. Сегодня нам еще принесли, но так золотые где-то можно продать еще. Вы золотые, наверное, не продаете, да? Нет, И, наверное, люди, наверное, и боялись бы покупать бы. даже серебряных нет. Конечно, не будут. Ну, боялись бы. Боятся, они верят. И как ты будешь стоять? Вот, допустим, это, конечно, не золотое, но скажи золотое, никто не поверит тоже, даже если будет оно золотое. А монеты, например, какие покупают? Там с Лениным что-нибудь ищут такое? Советский Союз? Что-нибудь такое ищут или что? Да, это на любителя бывает, что берут Советский Союз, просто мне что принесут, то и положил. Сегодня уже 2 раза принесли. Первый раз принес, а ничего не принес. Маску вот один принес. Даже не спрашивают. А вот смотрите, а что это такое? Это типа кукса такая? Где? Вот это вот. Это, ну, в руки возьми, посмотри, это как ковшичек там. Баню с запахом посыпляют. А, такие, да? Помаленьку, да. И видел, такие куксы делают популярно. Там чай пить там на природе. Ну, конечно, так тоже можно. Ну, металлической кто-то возьмет. Это подогреть нельзя, металл хоть подогреть можно. Это искорное. То есть был корень, и вы так вырезали, да, из него? Да. Уже ломало, продать трудно, а за копейки неохота. Ложки, да, это тоже, может, вы делали с копейками или нет? Ну как, не сам делал, копейки добавил, ерунду для нумизматов. Кто-то ребенку купит. Ну и купили, покупали. Ну, 2 копейки и 1 цент. Вот там чушь какая-то, что было мелочь. Это даже не копейка, а что-то такое из бижутерии. Смотрю, вы любите мишек? Много мишек у вас, Нет, потому что люди берут. да? Жемайтия тут, почему медведь? А, Жемайтия, олимпийский мишка. Бёрн, в Швейцарии что-то есть, в Германии, с немцами связано. А потом я сам в Сибири учился и там делал инструмент у меня под рукой. И удобно возить, он не ломается. Другое что-то вот такое повезешь, оно все сломается. Ну да, это здесь так боюсь скульптура такая, да. сломаться. А что это такое вот, например? Откуда я знаю? Похоже на какую-то статую свободы. Статуя похожа на знак свободы, но женщина классная, там каблук даже внизу видно вот так. Смотри, какой каблук у нее. А, и каблук Вся еще есть. фигура, да. Такая женщина. Это вот кому женщина, кому нет. Знаешь, это много таких у меня. Ну да, вот особенно спереди, да? Да. Похоже. А это у меня горный хрусталь был, камень такой хороший внутри.
То есть вы, наверное, берете какую-нибудь там, не знаю, какую-нибудь там Да, и деревяшку, только корень, камень и подгонял. видите, да, что из него можно сделать. Да, примерно. Ну, интересно. Примерно. Это тоже люди, видишь, откуда они знают, что это рог. А это и рог я вообще съел кость. Была целая ожерелье, где я съел. Ну, вот смотрите, сколько людей собралось. Он съел и вешал. Сейчас. Ну, ясно. А вот просто в руки возьми так, посмотри, что за материал. Ну, тоже, наверное, какая-то типа кость. Бредис. Это олень, да? Это лось, да? Сахатый. А это что? Это Сахатый, толстый. Такая, ну не доделана уже, да и нет смысла доделывать. Улей как будто вон разрушил или в баню кошек, ну пчелы должны вылетать. вот так, да? Ну да, как бы вот тоже сувель, такая рыбка будет, но буду тут доделывать, шлифовать. Ну, это красивая рыбка. Есть Похожа на что-то рыбку надо. такую. Так она сделанная с этого. Очень твердый материал, говорит, застрелишься. Это дерево, да? Можно его потрогать, буду пожалуйста? Шлифовать его и делать. Надо его шлифовать. и Рыбка форму такая потом красивая. придумать. А какое это дерево? Это называется кап, сувель, как вот этот вот. Нарост. На дереве идешь, и на наростки, нем да, такой такие? красивый нарост. Называется кап, сувель, сиградос. Ну, ясно. Ну, красиво, интересно. И, ну, Спасибо, все нормально. интересно то, что вы сами это делаете. Да, Здесь, вот наверное, многие продавцы, массажер какой-то. здесь, наверное, многие продавцы, ну, просто перепродают, там кто-то делает, они Ну там, да, тут. такая Конечно, бижутерия. бывает. У меня есть, что я переделываю. Вот здесь вот их три медведя, но это-то я взял на рынке за копейки, но я его до ума довел, там снизу, не хочу даже показывать. А так его вот открыл, там 3 медведя, можно горчицу или что-то положить. Ну это любят кто или где там, я не знаю. Никола, сидишь, ковыряешься, болит у меня, я много сижу. А это сломал его тоже первобытный человек. Вот с Ну этого ладно. оленя сколько, с такого имею. Красивый. Вот здесь в этой конструкции 4 этих рога. 1, 2 и больших 2. Собирал. И вот пилишь его. Тоже на блошином это мне принесли. Пилишь и делаешь. Ну, это красивый. Мне нравится. Щески. А какие, например, цены вот у вас, например, вот, ну, А вот, разные, но местным чуть подешевле. Видишь, нету. ну, допустим, вот эти вот, Китайцам дорого, немцы сильно не купят. А это не, даже не это. Ну, было как-то, бегали, хотели. А это смотри, на виолончели играет, а женщину представляет. Видишь, да? Как он тащится. ну, Для музыканта, конечно. Одному делал на заказ, делал большую, а потом, думаю, сделал на память. Еврейчик такой получился какой-то. Это образцовично тоже с капа сувели. Только показать, а так это нарост на дереве, такой, на год свиньи, представляешь, кому-то подарок. Свинья, видишь, чушка какая-то. А переверни, там просто дерево. да, да. Тоже кап красивый такой попался, маленький. И как раз было год свиньи какой-то там. В этом сходость. Ну, все очень красиво. Да не за что. Ну, я как бы, ну, все красиво, но, видите, если, допустим, покупать что-нибудь домой, то потом собирается все это вещи, потом люди Естественно. не знают, куда конечно. девать. Не, ну кто коллекционирует что-то, он берет. Да. Он уже ворачивается, и он видит, что вот кто-то шарики в голове не хватает, она болтается, это шарики все сводки. Почти что все выпила. Но она-то туда можно деньги засыпала, она болтается. Можно что-то другое добавить, меду добавил, и все. По-немецки говорите? Нет, не по-английски, ничего, что-то у меня записано тут. Ну, цены только и все. Здесь вижу, кто, не знаю, продает, они, смотрю, там шпрехают по-немецки. Я только цены, а и так цены написал на руке, на калькуляторе. Ерунда это всё.
А кто в основном вот покупает вот такие товары? Это кто? Немцы? Коллекционеры в основном. Кто собирает, да? Там одни мешки собирают, Есть другие. ложки собирает человек, есть на вот эти пластичный сюрреализм. Есть такое, берут, набрали. И лежачие же были разные. Это как повезет. А где вы учились этому мастерству? Да, в реставрации работал в Красноярске, в Сибири. Все, и там научился, там цех был ювелиров. Потихоньку научился. А потом перестройка и вообще в реставрации дурдом, бардак. А в Литве как оказались? Жена литовка, жемайтийка, Тевтенек, Ага. сильная. Но она уже в Англии. Сюда переехали с семьей. Понятно. Хорошо, вам успехов в продаже. Спасибо, всё нормально. Все очень красивое, Надо надеяться, что-то продать. но успехов вам. Достанем. Ну вот. Видите, какой мастер интересный. Что мне больше понравилось, что у него все работы, ну, свои работы. Вот он берет такую деревяшку, там, или какой-то рог, или еще что-нибудь. Там металл какой-то кусочек. Что-то из него вытачивает, вырезает. Ну вот, и такое вот оригинальное искусство в единственном экземпляре. А там, наверное, кто янтарь продает, там такая штамповка идет. Конечно, тоже, наверное, что есть такое уникальное. Например, если думаешь, что вы хотите что-то такое уникальное, тут магазин есть. Вот, Гинтерас Линос. Здесь, мне кажется, что такие продают произведения искусства. Ой, а там, наверное, на площади, думаю, такие для широкого покупателя. Здесь, вот видите, такие уже серьезные штуки. Вот кто хочет серьезные работы, сюда приходите, наверное. По-моему, у них еще есть какой-то музей небольшой, а может и нету. Ладно, идемте. Я же обещал вам показать реку. Посмотрим реку. Немножко, видите, он далеко находился, этот продавец. Я не уверен, слышно ли было его или нет. Возможно, многое, что я записал, не было слышно. Надеюсь, будет слышно. Так, что это такое? Овечки? Никогда раньше овечек не видел. Так. Ну, погода хорошая. Все лето погода была плохая. Наступила осень и распогодилась. Так, ну что, дети туристы. Сейчас я их особо не вижу. Я думаю, что это все местные. Но так здесь вот обычно я раньше видел. Сюда вот автобусы приезжают, много автобусов. И вот эти туристы сюда вылезают и начинают всюду здесь ходить. Ну вот немножко, да. Это вот эти люди тоже с корабля. Все, наверное, пока что все. Я, наверное, еще потом съездим с Евгением, покажем, как этот лайнер, как он уже уходит в море. И потом ролик уже закончим. Я уже иду назад. И смотрите, туристов подвалила. Видите, женщина. У нее есть номерок 24. У туристов есть там наушники. И она вот говорит... Не, наушников вроде нет у них. Просто, наверное, может быть микрофон и колонка. Das Gebäude wurde 1819 gebaut. Dann im Jahre 1836 kam zum deutscher Komponist. Ну вот, видите. Все. Теперь точно уже иду назад. И еще поснимаю для вас выход в море. Короче, ребята немножко опоздали. Вот наш лайнер. Он уже уходит. Я хотел снять его, как он выходит через порт, но, к сожалению, не получилось. Но, что хочу сказать я пообщался с некоторыми немцами, которые на этом лайнере приплыли, и они мне обещали что-нибудь заснять для меня. Вот, не знаю, заснимут или не заснимут. Также не совсем уверен, какие у них возможности снятия. Но, возможно, что-нибудь пришлют. Если не пришлют, то я вставлю их видео в этот ролик. А если не пришлют, ну, значит, не прислали. Я там общался не с одним немцем, общался с какими-то 3 немцами.
Там такая группа была. Я у всех 3 попросил. Ну, посмотрим. Один немножко смутился. Типа, зачем тебе это нужно? А другие сказали, ну, хорошо, попробуем. Но там люди были постарше. Поэтому я не знаю, что они пишут они или нет. Ну, посмотрим. Все. Наверное, на этом я прощаюсь. Приплыли 3000 человек и обратно уходят. Следующий порт у них уже Рига. Завтра в 4 утра они уже будут в Риге. Вот так вот. Потом, наверное, в Эстонии и так далее. Все. Всем спасибо и всем пока.